Мы разобрали, как делать основной удар. Я называю это основным ударом сбо. Такой он и есть. В первом куджунду у нас 4 одинаковых движения, там меняется только уровень. То есть мы бьем шомен в лоб, мы бьем нанаме в ключицу, удар идет по диагонали, как вот идет отворот у кимоно. Удар чудан в ребра, он идет по траектории нанаме, но удар приходится не в ключицу, а чуть ниже в ребро, вот сюда. Либо в плечо он может идти, в плечо, не в сустав, а в плечевую кость. Тоже очень эффективное движение. Если эта кость ломается, то рука просто повисает. И колено. Колено, либо еще с болью. Также может быть и бедро. То есть тут вся нога может быть как бы под ударом. Либо голень, либо само колено, либо бедро. Удар тот же самый. Что здесь, что здесь, что здесь, что здесь. Одинаковый принцип. Самое главное, задняя рука. Пятое движение в первом куджунде это неко ашидачи какюке ицки. Первая часть неко ашидачи какюке, да? Задняя рука на уровне пояса прижата к корпусу. Передняя рука делает какюке, очень похоже на хикюке в карате, да? Вот такое крюкообразное движение. И обязательно подкручиваю. Делаю это только кистью. Локоть опущен и стремится к корпусу. Плечо опущено. Не делаю это вот так. Почему? Вот я это сделал, зона открыта. Да? Я мало того, что развернулся фронтально, увеличил зону для поражения свою, я ее еще открыл, мне нечем защищаться. Здесь я составляю зону узкую, и у меня движение сделал, я его сделал, и у меня рука сразу возвращается на центр и снова устремляется кончиком оружие прямо в лицо противника. Пум. Вот движение. Пум. Это первая часть. Вторая часть это движение тычка. Тычок делает тоже задняя рука. Да? Вот основное движение тычка. Вот. То есть не передняя рука. Вот смотрите, насколько ограничено движение передней рукой, да, у меня. Даже если я буду поддерживать второй рукой вес, вот. И вот насколько мощное движение может быть у задней. Передняя рука участвует в затягивании оружия. То есть я подтягиваю оружие к себе, упираюсь рукой в грудь, вот, все, дальше не иду, дальше не оттягиваю. Задняя рука при этом у меня мягкая, и я стараюсь сохранить траекторию. То есть я не делаю вот так, я подтягиваю оружие к себе, вытягиваю вдоль своего корпуса. И стараюсь сохранить траекторию, по которой пойдет оружие обратно. То есть я не делаю качели, не делаю вот этого. Просто спокойно. Это та же самая диагональ, о которой мы говорили в самом начале. На разминке вот эта диагональ. И после этого у меня включается задняя рука, и она делает мощное толчковое движение. А передняя рука просто направляет. И чтобы оружие двигалось еще более стабильно, я передней рукой чуть-чуть вкручиваю. Чуть-чуть вкручиваю. Пум. При этом локоть у меня мягкий, я его не выщелкиваю вот так. Локоть у меня мягкий. То есть я делаю, всегда нахожу во всех движениях золотую середину. Не делаю никогда слишком. Пум, чтобы не потерять позицию. Плечи вниз, рука, палка прижата к руке, вот такое движение. Также могу делать на другую сторону. Сначала затяжка, потом толчок и небольшое вкручивание. Сначала затяжка, толчок, вкручиваю, затяжка, вкручиваю, затяжка, вкручиваю. И потом я это движение соединяю. Пам, делаю выпад. Оружие остается на месте, я делаю выпад. То есть я здесь его даже могу сильно не подтягивать. Пум, ски. Шаг. Какюке, выпад, ски. Шаг, выпад, ски. Шаг, выпад. Лучше делать его на 3. На раз, на 2 и на 3. Раз, 2, выпад, 3. Заканчиваю это движение я в занкутсу дальше. Раз, 2, 3. Делаем на 3 движения. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3.
Раз, два, три. Движение в горло. Позиция, да, всегда одинаковая. Траектория движения. И здесь, да, смотрите. Не так. Прижимаю к себе руки. Вот. Тут кисть, как бы, в принципе, она уходит чуть-чуть. Пальцы уходят вниз. Но сама кисть, да, сам сустав кисти не должен опускаться ниже пояса. Вот. Вот такой. Очень важно, когда мы наносим удары на намэ, чтобы у нас удар, всегда, передняя ладонь, всегда была параллельно плоскости удара. Что это значит? Когда я бью шамен, если я раскрою ладонь, у меня ладонь должна быть вот так. Не вот так вот, а вот именно вот так. Если я бью на намэ, то у меня ладонь получается по диагонали. Почему? Потому что я всегда предполагаю, что я потом еще буду давить. Если у меня рука вот так, я могу давить только большим пальцем, и, скорее всего, у меня просто рука соскользнет, да? Поэтому я всегда давлю ладонью, вот. Держу я, ну, палец надо, конечно, убрать, то есть палец не должен торчать вот так. Держу я достаточно расслабленно, и самое важное, у меня мягкий локоть. Как в ударе в карате, локоть мягкий, так и здесь. Я не должен выщелкивать ни плечо, ни локоть этим ударом. Он мягкий. А все, откуда это берется, мягкий локоть? От активной работы задней руки. Если у вас всю работу основную делает задняя рука, вам переднюю руку напрягать не надо. Она вас направляет и докручивает, и контролирует. Вот. Если вы весь акцент делаете на переднюю руку, то она у вас будет и выпрямляться, и делать всю работу, и больше всего уставать. Вот. Именно поэтому самое важное – это задняя рука.